США вводят чрезвычайный режим. Самый массированный залп по объекту Америки. По миру объявлен сбор комитетов. Масштабная мобилизация началась. Куда прилетела? Ракетный американо-израильский удар по россиянам. Экстренное заявление столицы. Прилет по стратегическому объекту. Саботаж в правительстве Трампа. Военные США отказываются выполнять приказ. Громкая отставка, предательство союзников и война против Европы. Срочный вылет Зеленского из страны. Тур по Европе оголяет панику в Украине. Что происходит на Банковой? Операция на чужой территории началась. ВСУ зашли на Ближний Восток. Официальное объявление. Украина вступила в войну. Срочное обращение армии к Путину. Бунт фермеров в Сибири не утихает. Минимальная зарплата в 700 тысяч рублей для трудовых мигрантов РФ. Скандальное заявление об уклонистах в Украине. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку, и я начинаю. Руки чешутся, так хочется ударить дроном по мужикам, бегущим от мобилизации. Такие мысли возникают у украинских пограничников, которые ловят уклонистов, заявил в интервью YouTube-каналу «Армия. Медиа. Сил обороны Украины» офицер ВСУ Мисюра, известный как Капитан Прайс. В частности, военные и ведущие обсуждали недавнюю попытку побега 3 украинцев. Мужчины хотели переплыть Днестр на надувных матрасах, чтобы сбежать в Молдову. По словам офицера, боевые дронщики с фронта, привыкшие бить по россиянам на западной границы, видят нарушителей границы так же, как цели на фронте. Поэтому руки чешутся. Позже Мисюра объяснил, что слова про сброс на уклонистов – это просто черный юмор, понятный военным. Руки чешутся, и дронщики-пограничники говорят, чего там Мавик без сброса летает? Это же уже 3 штучки. Сброс. Сброс туда – раз. Зачем катер? Людей поднимать. 1 дрон – 1 сброс. В Германии выступают за мобилизацию украинских беженцев призывного возраста. Как сообщает Welt, число украинских мужчин-беженцев в возрасте от 18 до 63 лет в Германии растет, несмотря на запрет на выезд из родной страны. Союз ХДС-ХСС намерен препятствовать тому, чтобы многие годные к военной службе молодые мужчины получали в ФРГ соцвыплаты. По данным Федерального ведомства по миграции, сейчас на территории страны проживает почти 1 400 000 граждан Украины. Из них 349 тысяч мужчины от 18 до 63 лет. Эти цифры политически чувствительны, говорится в материале. Годные к военной службе молодые мужчины из Украины не должны попадать в немецкую систему соцобеспечения, заявил спикер фракции по внутренней политике Александр Тром. По его словам, другие европейские страны, например, Польша, уже скорректировали свои выплаты. Тром также призвал к справедливому распределению украинских беженцев по всей Европе. Зеленский экстренно вылетел из страны. Его тур по Европе под названием «Не забывайте обо мне» оголяет панику в Украине. С таким заголовком вышел The Telegraph. На фоне обострения конфликта с Ираном Зеленский активизировал зарубежные поездки Лондон, Париж, Мадрид с целью напомнить союзникам о необходимости дальнейшей поддержки, пишет издание. Главный месседж – Украину нельзя списывать со счетов. Проблема серьезная, уточняет издание. Внимание Запада распыляется на новый конфликт, ракеты ПВО уходят на Ближний Восток, Россия зарабатывает сотни миллионов в день на дорогой нефти и усиливает войну. The Telegraph пишет, что Зеленский пытается сыграть на опережение. Он предлагает опыт борьбы с иранскими дронами, пытается продать оружие и даже заходит с неожиданной стороны. Пишет посты в соцсетях на арабском, чтобы достучаться до стран Персидского залива. Но главный нерв – Европа. Поездки в Лондон и Париж – это уже не дипломатия, а почти тревожный сигнал. Не забывайте Киев. Цитирую. Ранее помощники Зеленского заявляли, что он покидает страну только по причинам крайней важности. Однако по мере того, как война с Ираном затягивается, уже на 3-ю неделю борьба Украины за выживание против России начинает терять внимание мирового сообщества. И это представляет реальную угрозу для Украины. Запасы американских ракет ПВО истощаются, поскольку они используются для отражения ответных ударов Ирана на Ближнем Востоке. Украина направила войска на Ближний Восток. Операция ВСУ началась. Зеленский заявил, 201 украинец уже там. Еще 3 десятка готовятся вылететь. Заявление прозвучало накануне в Лондоне. Это военные эксперты, специалисты, которые знают, как защищаться и как бороться с шахедами. Наши команды уже находятся в Эмиратах, Катаре, Саудовской Аравии и направляются в Кувейт. Мы сотрудничаем с несколькими другими странами. Соглашения уже заключены. Мы не хотим, чтобы этот террор иранского режима против своих соседей имел успех. Я направил этих военных экспертов по просьбе наших партнеров, в частности США.
Зеленский обещает пустить нефть по дружбе через 1,5 месяца. Президент Украины направил письмо лидерам ЕС с планом восстановления поврежденного нефтепровода и возобновления поставок нефти в страны Центральной и Восточной Европы. В письме к Урсуле фон дер Ляйен и Антонио Коште он подробно описал график и объем работ. Ключевая насосная станция в Бродах выведена из строя, поврежденные резервуары не подлежат ремонту. Если не будет новых атак со стороны России, станцию восстановят в указанные сроки. Зеленский также подчеркнул, что Украина не блокирует транзит нефти и готова принять техническую и финансовую помощь ЕС. Брюссель тут же предложил помощь Киеву – финансовую и техническую для скорейшего восстановления нефтепровода. В Киеве согласились. По данным Радио Свобода, европейские инженеры уже прибыли в украинскую столицу. Проверка состояния трубопровода запланирована на сегодня. Европейские эксперты готовы приступить к работе немедленно. Наш приоритет – обеспечить энергетическую безопасность всех граждан Европы. В этом смысле мы продолжим работать с заинтересованными сторонами над альтернативными маршрутами транзита нероссийской сырой нефти в страны Центральной и Восточной Европы. Триада в составе президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы европейской дипломатии Каи Каллас и генсека НАТО Марка Рютте, вероятно, является худшим руководством в Брюсселе. Об этом пишет испанское издание «Эль Паís». В материале говорится, что это происходит в самый неподходящий момент, когда мир оказался втянут в мрачную пляску, в переизбыток военных конфликтов, напоминающий глобальную гражданскую войну. Это была цитата. Автор материала считает, что на фоне конфликта вокруг Ирана ЕС демонстрирует растерянность и отсутствие единой позиции. Реакция на действия США и Израиля названа запоздалой и противоречивой. Генсек НАТО Марк Рютте подвергся критике за чрезмерную лояльность и подхалимство к Трампу и потерю доверия внутри Альянса. Урсулу фон дер Ляйен упрекают в громких заявлениях, от которых ей самой пришлось быстро отказаться. Кая Каллас под огнем за слабую и непоследовательную линию по роли Европы. Общий вывод: ЕС выглядит ослабленным и теряет позиции как самостоятельный игрок на мировой арене. Автор делает такое резюме. Трампу можно приписать фразу Шекспира «нет тьмы, кроме невежества». Рютте, фон дер Ляйен и Каллас подходят как кольцо к пальцу предупреждения Дон Кихота Санчо. «Если ты будешь править плохо, твоей будет вина, а моей позор. Позор наш». Израиль публично призывает иранцев выходить на улицы, но в закрытых переговорах признает, протестующих, скорее всего, просто перебьют. По данным утечки Госдепа, в Иерусалиме считают, что режим в Тегеране не слабеет и готов сражаться до конца, а силовики полностью контролируют ситуацию. Главный вывод израильских чиновников: если начнется массовое восстание, у корпуса стража исламской революции есть все ресурсы, чтобы его жестко подавить. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Если большое число иранцев снова выйдет на улицы, израильские чиновники считают, что людей перебьют, поскольку корпус стражи исламской революции, главная военная сила Ирана, имеет преимущество, говорится в Телеграме. Подлинность документа подтвердили 2 сотрудника Госдепартамента. Несмотря на это, Израиль все равно надеется на бунт и призывает США быть готовыми поддержать протестующих. Фактически речь идет о стратегии, где ставка делается на внутренний взрыв в Иране. Эксперты называют такую позицию циничной. Иранцев могут использовать как инструмент давления на режим, говорится в материале. Вашингтон-Пост также пишет: устойчивость режима стала одной из многих переменных, которые администрация Трампа, по-видимому, недооценила в войне, которая продолжается уже 3-ю неделю без видимого конца. При этом стороны заявляют об эскалации. Под американо-израильским ударом россияне и иранцы. Тегеран заявляет об атаке на АЭС Бушер, где по-прежнему остаются около 450 граждан РФ. Это представители российского Росатома. Иран заявил, что обошлось без последствий. Удар по ядерному объекту произошел вечером 17 марта. Иранские медиа сообщают следующее. Подобные действия противоречат всем международным правилам относительно неприкосновенности ядерных объектов от военных атак и могут иметь необратимые последствия для всего региона, включая страны побережья Персидского залива. Израиль или США не подтверждали информацию Ирана, при этом США и Иерусалим говорят об ударах по стратегически важным объектам Ирана. Главная новость последних суток – заявление Израиля о ликвидации секретаря Иранского совета безопасности Али Лариджани. Накануне в Тегеране официально подтвердили эту потерю. Западные медиа пишут, что эта гибель будет иметь последствия и для Вашингтона. И вот почему.
Убийство господина Лариджани устранит влиятельного прагматика, которого считали фигурой, обладавшей достаточным весом для переговоров с Соединенными Штатами. Его смерть также может воодушевить еще более жестких иранских лидеров, которые считают, что Исламская республика может выжить только за счет дальнейшего ужесточения курса. А Трамп тем временем намекает на раскол в НАТО. Он уверяет, что США добились ликвидации иранских военных и чиновников самостоятельно, а поэтому союзники ему не нужны. Цитирую. В связи с тем, что мы добились столь значительных военных успехов, мы больше не нуждаемся и не желаем помощи стран НАТО. Мы никогда в ней не нуждались. О саботаже в правительстве Трампа и о том, что военные не желают выполнять его приказы, также пишет западная пресса, и этому есть объяснение. Военный ветеран спецназа США, директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку, публично заявив о несогласии с войной против Ирана. «Я не могу по совести поддерживать продолжающуюся войну с Ираном. Иран не представлял непосредственной угрозы нашей стране. И очевидно, что мы начали эту войну под давлением Израиля и его влиятельного лобби в США». Трамп уже отреагировал и на это эмоциональным заявлением. Если кто-то работает с нами и говорит, что он не считал Иран угрозой, нам такие люди не нужны. Есть некоторые люди, которые так говорят. Я бы сказал, но это не умные люди и не проницательные люди. Иран представлял серьезную угрозу. Практически все страны НАТО это признают. О том, что Трамп в ярости, пишет и всем известный сенатор США Линдси Грэм. Он раскритиковал европейцев, которые бросили Трампа и решили не втягиваться в войну против Ирана. Грэм намекает на войну США с ЕС. Последствия оказания минимальной помощи для поддержания функционирования Ормузского пролива будут масштабными и глубокими как для Европы, так и для Америки. И я считаю себя сторонником активной поддержки союзов, однако в такие моменты серьезных испытаний это заставляет меня пересмотреть ценность этих союзов. Я уверен, что я не единственный сенатор, который так думает. В то же время флот США открыл огонь. Израильские медиа уточняют, Иран наносил удар по югу Израиля, и именно тогда с эсминца и произошел удар. Система ПВО «Иджис» сбила одну из иранских ракет. Такого успеха не было в другой точке. Иран нанес массированный залп по объекту США. В течение суток несколько комбинированных атак дронами и ракетами по посольству США в Багдаде. На этом фоне США срочно вводит чрезвычайный режим. Об этом пишет Вашингтон-Пост. Указание Госдепа активировать механизмы кризисного реагирования по всему миру. Объявлен сбор чрезвычайных комитетов при посольствах. Госдеп приказал, все дипмиссии должны срочно отреагировать на иранские атаки на посольства. Фактически речь идет о масштабной мобилизации безопасности американских представительств. Помимо этого, после подтверждения гибели Али Лариджани, Иран объявил об операции мести. Президент Пезешкиян призвал вооруженные силы отомстить за чистую кровь высокочтимых шахидов Ирана. Это была цитата. Начались массированные удары по центральному Израилю. Там масштабные разрушения. После прилета баллистикой с кассетной боеголовкой. Кроме того, полетела и по странам Персидского залива. Одну из самых мощных атак пережил Дубай. Бунт в Сибири. Патрушев срочно командировал в Новосибирскую область главу Россельхознадзора Данкверта из-за вспышек заболеваний у крупного рогатого скота и многочисленных жалоб сибирских фермеров. Последние уверяют, что власти сжигают их скот незаконно и фактически оставляют без средств к существованию. По данным местных СМИ, с февраля уничтожены тысячи голов крупного рогатого скота. На сайте правительства РФ сказано, что делегация из Москвы проанализирует меры по обеспечению ветеринарного благополучия скота в Новосибирской области. Сейчас Россельхознадзор следит за профилактической работой с поголовьем животных и пресечением их перевозки без сопроводительных документов. Тем временем к протесту против массового забоя скота подключились российские военные. Их родные живут в Сибири. Прямо с фронта военные срочно обратились к Путину. Видеообращение адресовано также к МВД и к Минобороны, Бастрыкину и к Белоусову. Просят защитить тылы и остановить уничтожение скота в Новосибирской области. Мы здесь оставим страну и интересы России, а дома наших отцов и матерей лишает кормилец. Это больно и несправедливо. Остановите это в Козельке, в других селах. Пусть проведут честные проверки, покажут документы, анализы, а не забирают здоровых животных. Наши семьи не враги, они опора фронта.
Уязвимость признана, опасность в каждом регионе России. Скорость развития украинских беспилотников достигла уровня, при котором ни один российский регион не может чувствовать себя защищенным, заявил секретарь Совбеза РФ Шойгу во время визита на Урал. По его словам, даже этот отдаленный регион России, отмечу расстояние от украинской границы до Урала около 2000 километров, уже в зоне угрозы, хотя недавно был недосягаем для воздушных ударов. Количество воздушных атак ВСУ на инфраструктурные объекты в разных регионах России выросло почти в 4 раза, говорит Шойгу. В прошлом году зафиксировано более 23 тысяч таких атак. Главные цели Киева, признают в Совбезе, это объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса. При этом ВСУ бьют точно в цель. Если раньше мы говорили исключительно о террористах и исключительно о диверсантах, то сейчас мы говорим о том, что за ними стоят большие, опытные, оснащенные, обученные диверсионные службы многих и многих государств. В России хотят повысить минималку почти до 1 миллиона рублей, но только для иностранцев. Минимальная зарплата для иностранных специалистов в России может взлететь до 717 тысяч рублей в месяц уже в этом году. Об этом сообщает Moscow Times, ссылаясь на заявление замглавы департамента МВД РФ Скобы. По словам чиновника, на повышенную минималку претендуют только высококвалифицированные трудовые мигранты, то есть топ-менеджеры, инженеры, айтишники, ученые и врачи. Сейчас минимальная зарплата у таких иностранных работников 750 тысяч рублей за квартал, чуть больше 9 тысяч долларов. Но уже с сентября этого года топовым трудовым мигрантам обещают платить не меньше 717 тысяч рублей в месяц. Повышение минимальной зарплаты для мигрантов в России наряду с ужесточением контроля за их доходами является частью стратегии властей по увеличению налоговых поступлений и обелению экономики, говорится в материале. С учетом демографической ситуации в нашей стране нужны квалифицированные специалисты со всего мира, которые привнесут свои знания, опыты и свежие идеи, наполнят технологическую отрасль новыми возможностями. Друзья, на этом все. Всем нам хорошего отдыха, не тревожного сна в эти тревожные дни. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда напомню, мне будет приятно, если оставите лайк, комментарий и сделаете репост. До встречи уже завтра.